Глава 18. Рыбы. Благоприятное начало. Если к проблемам астрологии, которая является одной из самых священных наук в мире, мы подходим не из эгоистических соображений, а для просвещения в божественной мудрости, то человек не будет чрезмерно волноваться по поводу запрета астрологических предсказаний, а будет стремиться улучшить свой собственный характер. Человек не будет сильно переживать из-за несчастливого поворота событий, а скорее будет развивать силу духа, чтобы сотрудничать с законом кармы. Божий план – это эволюция, и знание этого эволюционного пути как для отдельного человека, так и для мира в целом не может считаться суеверием. На самом деле суеверие – это акт непринятия во внимание всех различных аспектов причинно-следственной связи, и в этом случае это предрассудок. Появление коммунистической философии, осуждающей оккультизм и атеизм, на самом деле замедлило развитие дхармы, религии. Усилия водолеев направлены на то, чтобы проложить путь к пришествию будущего Мессии. Господь Вишну провозгласил Бхагавад-гите, что всякий раз, когда происходит упадок дхармы, он воплощается, чтобы возродить ее. В этой роли Господь Вишну функционирует в своем зодиакальном аспекте рыб. Стоит задуматься о значении этого знака, когда человечество стоит на пороге нового начала и должен начаться новый цикл. Рыбы являются стопами Кала-Пуруши. Этот знак связан со святынями, алтарями, священными пагодами, священными реками, резервуарами, фонтанами и всеми океанами. Рыбы связаны с отшельниками и местностями, часто посещаемые махатмами. Как 12-й Абхава Кала-Пуруши, знак относится к божественному знанию и поклонению, мокше и состоянию после смерти, а также ко многим другим вещам. Рыбы справедливы в своих поступках и боятся нарушить законы праведности. Рожденные рыбы религиозны, богобоязненны, традиционны и не обязательно счастливы в своей повседневной жизни. Индуизм, христианство и язычество проявляли большое почтение к рыбе. Понятие «человек-рыба» было довольно распространено в древности. Хорошо известно, что самыми ранними христианскими символами был агнец, добрый пастырь и рыба. Рыба была унаследована от халдеев, и она относится к вавилонскому дагону, означающему «человека-рыбу». Говорят, что когда христиане спорили о выборе наиболее подходящего символа, чтобы напомнить им об Иисусе, Климент посоветовал им следующие слова: «Пусть гравировка на драгоценном камне вашего кольца будет либо кораблем, плывущим против ветра, либо рыбой». И Иисус был совершенным существом, которое явилось миру, чтобы наставлять истину и вести мир от потопа материальности в страну мира и безопасности. В индуистских писаниях этот символ объясняется более прямо. В Пуране и многих других священных писаниях говорится, что это второй аспект Логоса, Вишну, который сохраняет проявленный мир, принимает различные аватары, воплощения для наставления и руководства эволюции человечества. В одном из своих воплощений Господь Вишну был показан, принявший форму рыбы с человеческой головой, когда он был известен как Матсья-аватар. Он должен был сделать это, чтобы вернуть Веды, утраченные во время потопа. Именно этот Бог научил человечество строить дома, возделывать землю и благодарить неведомое божество. Таким образом, ясно, что древние брахманы связывали свою мессию Вишну с рыбой и потопом, и что вавилоняне также сделали рыбу и мессию своим дагоном, человеком-рыбой и пророком. В древние времена мессию очень часто обозначали как рыбу. Таким образом, благоприятное качество рыбы, по-видимому, гораздо древнее, чем различные экзотерические религии. Оно относится к внутренней мудрости, религии, которая учит таинственным фактам оккультизма прямо и без особых завес. Как упоминалось ранее, рыба – это стопы Кала-Пуруши, но ее также называют Притхуромой. Притху был сыном Вены, сыном Агни и огня. Вишну Пурана рассказывает, что когда Вена, который был злой по своей природе и который запрещал поклонение и жертвоприношение, был избит до смерти благочестивыми мудрецами, Манус потер правую руку мертвого царя, намекая на потенциал чистого действия, чтобы произвести на свет сына, и из него вырос величественный Притху, сияющий как Агни, наводящий на мысль о внутреннем огне, дающий жизнь каждому существу. Рыбы – это волосы на теле этого огненного короля, указывающие на то, что этот знак зодиака является выражением божественной созидательной силы, которая поддерживает весь мир. Жизнеобеспечение всего проявления зависит от стоп, в противном случае его движение и эволюция окажутся под угрозой. Даже в предсказательной астрологии можно обнаружить, что люди, рожденные по знакам рыб, полны ответственности, и им приходится поддерживать очень многих людей и организаций.
На самом деле последний градус рыб – это первый градус Овна, что очень хорошо указывает на то, что восходящие рыбы рождены для того, чтобы давать жизнь и пропитание тем, кто должен начать новый цикл деятельности и течения мыслей. У них больше обязанностей, чем удовольствий в личной жизни. Рыбы действительно таинственный знак. Применение простых астрологических принципов указывает на то, что рыбы находятся в 5-м месте от Скорпиона, вместилище змеиного огня, скрытой силы человеческих существ, известной как кундалини-шакти. Только после пробуждения этой скрытой силы, которая в конечном итоге позволяет индивидууму слиться со своим индивидуальным сознанием, с вселенским сознанием, человек становится махатмой, адептом, совершенным существом. Эти адепты достигли нирванических высот, что означает, что искра слилась в пламени, капля смешалась в океане. В этом состоянии адепт будет подобен рыбе в воде, практически растворенной в океане, растворителем для материальных примесей, сохраняя при этом свою индивидуальность. Адепты достигли совершенного равновесия, гармонии. Они преодолели оков пар противоположности. Это символизируется тем, что две рыбы цепляются друг за друга за хвост, подразумевая, что поляризация в них закончилась. Когда такие махатмасы достигнут такого прославленного статуса, их деятельность будет иметь совершенно иной характер, чем тот, который мы знаем до сих пор. Они создавали бы уравновешенный ум, спокойный, как воды из спокойного озера, отражающий образы высшего царства без каких-либо искажений. Именно такую ситуацию представляет рак, который является 5-м знаком рыб. Именно по этой причине рожденные рыбы философичны, суеверны, боятся добра и очень озабочены колоссальными возможностями человека. Они говорят о мифологическом величии и хотят пробудить скрытые силы в человеке. В жизни таких людей мы обнаруживаем, что нормальные психологические реакции отсутствуют. У них есть собственная воля, стремящаяся создать мир и гармонию на своих условиях. 7-й знак от рыб Дева – символ жертвенности, терпимости и альтруизма. Рожденные рыбы должны иметь этот общий фон для своей жизнедеятельности. Асцендент рыб показывает, что какими бы материальными они ни были, что может быть связано с несколькими планетарными расположениями, всегда будут стремиться к альтруизму. Их жизнь в значительной степени будет жертвенной. Господь Вишну пожертвовал своей небесной свободой, чтобы помочь миру и защитить мудрый свет. Точно так же асценденты в рыбах жертвуют своими собственными удовольствиями и комфортом, чтобы спасти некоторых людей, некоторые принципы, какую-то традицию или какую-то организацию. Часто можно встретить рожденных в рыбах людей с золотым сердцем, но безмерно страдающих из-за отсутствия собственных недостатков. Юпитер является управителем для рыб. Эта планета обладает свойством продвигать пхаву, в которой она владеет и где она находится. Как восходящий владыка, он будет поощрять индивидуума расти и процветать в этом мире. Юпитер имеет тенденцию раскрывать духовную природу индивидуума. Духовность неизбежно приводит к разочарованию, когда это сталкивается с материальными недостатками. Для асцендента в рыбах 12 и 11 дома принадлежат Сатурну, самому закоренелому материалисту. Асцендент в рыбах может получить только материальное вознаграждение, которое он не очень оценит. Иисуса могли окружать люди менее развитые, чем он сам, что делало его единственным тружеником на ниве духовности. Вишну создал мир материи, в котором человеческие индивидуумы могли жить в печали. Это иллюстрирует материальное окружение восходящих рыб, в то время как в глубине своего существа они жаждут духовной славы и свободы. Они хотят хорошей жизни и мирного существования. Это делает их постоянно беспокойными. Следует помнить, что Юпитер, как благотворный управитель кардинального дома, теряет большую часть своего потенциала дарования благотворного влияния. Рыбы рождены, чтобы творить добро человечеству. 10-й знак от асцендента Стрелец – это знак, когда внутренняя сущность индивидуума заставляет его работать над тем, чтобы вызвать радикальные изменения в себе и в своем окружении. Лошадиные или звериные качества в человеке должны под влиянием этого знака превратиться в святую личность, мыслящую о высших жизненных ценностях, проявляющую устремленность ввысь, о чем свидетельствует выстрел в небо. Это объясняет ежедневные испытания и невзгоды, с которыми сталкивается асцендент рыбы. Он хочет возвыситься над обывательской массой, он честолюбив. Он никогда не бывает удовлетворен существующими условиями. В своем стремлении изменить свое положение он часто попадает в затруднительное положение. Внутренний мир достигает
с человеком через несение креста на сердце, когда смятение, бушующее снаружи, считается образом жизни, тогда на него не сходит мир. Это тапос для восходящих рыб. Меркурий имеет особое отношение с этим знаком. Меркурий, управитель 4 и 7 домов, это показывает, что высший, низший разум будет жизненно связаны с рыбами. Если бы можно было установить гармоничные отношения между его различными принципами, и если бы физический и духовный интеллект, известный в индуистской и оккультной литературе как манас и будхи, были бы в совершенстве контролируемы и гармонизированы, святой человек имел бы сбалансированную жизнь. До тех пор, пока этот контроль не будет установлен, есть все шансы на то, что он станет невротическим, циничным и неуравновешенным. Самые страшные испытания для рыб исходят от женщин, мирских удовольствий и одурманивающих веществ. Когда это привлекает мирские пути прогресса и развития, жизнь становится для него сложной. Венера, управительница мирских удовольствий и наслаждений, является не только естественным врагом Юпитера, управителя асцендента в рыбах, но и владеет 3 и 8 домами асцендента. Рыбы – очень благоприятный знак, который признавался таковыми почти всеми древними религиями. Это знак, где божественность помогает миру материи появиться на свет. В повседневной жизни личности рыб помогают другим расти и размножаться. Взамен на свое благо они часто получают терновый венец. Любое материальное вознаграждение, которое они могли бы ожидать в своей жизни, принесло бы им только разочарование. Когда их ум гармонизируется, а логический интеллект трансформируется в интуитивные будхи, они получают вспышки истинной цели в своей жизни. Эти эго рождаются, чтобы помочь человечеству осознать свои скрытые божественные качества. Их жизнь будет наиболее счастливой и сбалансированной, когда они будут трудиться ради какого-то идеала и ради человеческого прогресса. Предаваться чувственным удовольствиям, принимать мирской образ жизни часто было бы самоубийством для восходящих рыб. Следует помнить, что все люди, рожденные под знаком рыб, сильные, упрямые личности, что делает их неподатливыми и невосприимчивыми к советам других. Когда они попадают в затруднительное положение, жизнь кажется разочаровывающей, и в отдалении происходит новая ориентация, которая пробуждает скрытую духовность. Именно таким образом рыба является наставником и переводчиком и в повседневной жизни. Именно на этом трудном пути знак рыб приводит к освобождению и восстанавливает веды, кладезь божественной мудрости, зная которую можно познать все остальное. Только тогда, когда это сознание осознает, что индивидуальное пламя сливается в нирваническом пламя, когда индивидуальное сознание слилось во вселенском сознании, когда капля смешалась с океаном, тогда для индивидуума начинает течь новая жизнь. Затем он превзошел материальный мир и вознесся в царство духа. Это действительно благоприятное начало. Последняя точка рыб, первая точка овна. На этом этапе начинается новое творение, проявляется новая жизнь, но уже на более высоком уровне. При этом трансмутации материя может рассеяться, и личность может растаять. В этом причина печали для асцендентов в рыбах. Это путь горя, по которому они должны идти. Но рыбы обещают новую землю, новое начало. Две рыбы, цепляющие друг за друга за хвост, символизирующие единство поляризированной божественной энергии, на этой стадии готовы к обновлению, дифференциации и манифестации, чтобы вновь раскрыть новое творение.